Добрый день, друзья! Меня зовут Неля, и вы на канале Готовить Просто. Сегодня рецепт вареников с капустой и грибами. Прекрасное блюдо к ужину или обеду. Вареники с капустой и грибами на заварном тесте. Очень вкусное, простое и сытное блюдо из обычных и доступных ингредиентов. Идеально подходит тем, кто хочет вкусно и сытно накормить всю семью ужином или обедом. Тесто получается упругим и эластичным, легко лепится и не разваривается. Такое тесто чудесно сочетается с капустой и грибами. Первым делом приготовим начинку. Нам понадобится 1,5 кг капусты, 1 луковица, 1 морковь, 50 г томатной пасты, соль, перец, паприка по вкусу, чайная ложка сахара, 2 лавровых листика, 100 мл кипятка и растительное масло для жарки. Прежде чем начать готовить, я замачиваю несколько листиков лаврушки в 100 мл кипятка. Лавровую воду буду потом использовать при тушении капусты. У капусты снимаем верхние травмированные грязные листья, разрезаем качан пополам, затем на четвертинки и шинкуем капусту. Лук мелко нарезать, морковь натираем на крупной терке. Сначала пассируем лук в растительном масле. Как только он станет прозрачным, мягким, добавляем морковь. Как только морковь обжарится, добавляем томатную пасту и обжариваем ее до оранжевого цвета. Добавляем половину соли, паприку, сахар, перец, перемешиваем. Добавляем половину капусты, перемешиваем с зажаркой. Добавляем еще немного капусты, накрываем крышкой и тушим на умеренном огне 5 минут. Затем снова перемешиваем и выкладываем остальную капусту. На этом же этапе добавляем соль, вливаем лавровую воду и тушим под крышкой 30 минут. Каждые 3-4 минуты помешиваем наше блюдо. Шампиньоны моем и нарезаем на небольшие кусочки. Отправляем на сухую сковороду, обжариваем, пока испарится вся жидкость, периодически помешивая. Затем добавляем растительное масло, солим слегка, перчим, обжариваем 2-3 минуты и выключаем. Добавляем грибы к капусте, все хорошенько перемешиваем, тушим пару минут и выключаем. Начинка готова. Пока начинка будет остывать, приготовим тесто. Для приготовления теста нам понадобится 3 стакана муки. Стакан у меня на 250 мл. 1 стакан воды, 1 яйцо, пол чайной ложки соли и 3 столовые ложки растительного масла. Для этого рецепта я выбрала именно заварное тесто, потому что оно хорошо держит форму и отлично склеивается при формовке изделий. Масло придает ему эластичность. В отдельной посуде смешиваем 1 яйцо, 3 столовые ложки растительного масла и пол чайной ложки соли. Хорошенько взбиваю вилкой, чтобы все ингредиенты перемешались между собой и соль растворилась. В миску всыпаем 3 стакана просеянной муки. У меня стакан на 250 мл. В первую очередь выливаем сюда яичную смесь и хорошенько перемешиваем, так как тесто я буду делать на кипятке, чтобы яйцо не свернулось при контакте с горячей водой. Теперь вливаем 1 стакан горячей воды и замешиваем тесто. Замешиваем сначала ложкой, затем продолжаем вымешивать руками. Тесто должно получиться эластичным и упругим. Оберните пленкой и пока отложите в сторону. Отрезаем маленький кусочек теста. Остальное тесто положить снова под миску или в пленку, чтобы оно не заветривалось. Раскатываем кусочек теста в овальную лепешку. Тесто совсем не липнет к поверхности, но если нужно, то можно посыпать рабочую поверхность небольшим количеством муки. С помощью стакана вырезаем ровные кружочки.
центр лепешки выкладываем начинку, чуть меньше, чем столовая ложка. Начинка должна быть уже полностью остывшей. Формируем вареник, защипывая края. Хорошенько скрепливаем, чтобы начинка не выпадала при варке. Таким образом формируем все вареники. В кастрюле кипятим воду, добавляем соль, перец горошком, лавровый лист при желании. Опускаем в кипящую воду вареники по одному. После того, как они всплывут, их нужно варить 5-7 минут до готовности теста. Готовые вареники выкладываем в мисочку и смазываем растопленным сливочным маслом. Вареники с капустой и грибами на заварном тесте – очень вкусное, простое и сытное блюдо из обычных и доступных ингредиентов. Идеально подходит тем, кто хочет вкусно и сытно накормить всю семью ужином или обедом. Подавать такие вареники можно со сметаной, а можно, конечно же, с поджаркой. Для поджарки я использую такой вот бекон. Отправляю его на сухую сковороду и ужариваю до румяной корочки. И посыпаю сверху на вареники. Получилось очень ароматно, вкусно и сытно. Вот так вареник выглядит в разрезе. Друзья, как вам такой вариант обеда или ужина? Пишите в комментариях свои отзывы и идеи. Всегда рада вашим комментариям. Если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь и нажимайте на колокольчик. Так вы будете получать уведомления о моих новых видеорецептах. С вами была Неля. Всем приятного аппетита и мирного неба над головой.